Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Если США возьмут под контроль газовую сеть Украины, «Газпром» готов обсуждать контракт на поставку газа в ЕС с новым владельцем. Далее цитата. «Вопрос поставок газа чисто коммерческий, и политизировать его не будут», сказал Песков. Владимир, такой вот вопрос. А не делим ли мы шкуру неубитого медведя, когда обсуждаем какие-либо политические возможности для поставок газа в ЕС? Потому что сейчас ЕС питается в основном американским СПГ, российским СПГ, там с миру по нитке. А им вообще нужен газ? Дело в том, что как Европа не пытается уклониться со страшной силой от закупок российского газа, так или иначе они его все равно закупают. Потому что, как ни крути, даже с учетом падения экономики Европы, деиндустриализации, все равно газ Европе будет нужен. И как ни крути, но получать его с логистической и финансовой точки зрения выгоднее всего, конечно, из России. В силу того, что есть работающая инфраструктура, которая создавалась годами, десятилетиями, причем даже задолго до того, как СССР прекратил быть таковым и стал Россией, а Европа из раздельных государств превратилась в ЕС. Поэтому, связи, формирующиеся десятилетиями, они так или иначе работают и, собственно говоря, неэффективны. Что же касается возможностей, то у Европы в данном случае есть свобода для маневра, и более того, мы эти маневры газовые с закрытием глаз и деланием вид, что мы сейчас покупаем не российский газ, а чей-то другой, мы это уже наблюдали. Собственно говоря, когда в прошлом году шла торговля вокруг украинского газового транзита, Европа и, собственно говоря, сама Украина говорили о том, что мы готовы брать этот газ, мы готовы транзитом поставлять его через свою территорию, если он будет не российский. Дело в том, что на молекуле-то ничего не написано, где она была произведена, на Ямале или в Норвегии, в Северном море. Принадлежность газа, она написана в юридических документах. Поэтому если, например, как обсуждалось в прошлом году, российский газ покидает территорию России и по документам из российского превращается, например, в словацкий, то в данном случае ни у кого претензий нет. Словацкий газ, окей, да, не вопрос, конечно, мы купим словацкий газ, мы поставим его транзитом через свою территорию, нас все устраивает. Собственно говоря, вот эта модель, сужденная теоретически и принятая как приемлемая, она же может сработать и сейчас. То есть если действительно в соответствии с соглашением между США и Украиной Америка становится собственником, я уж не знаю в какой форме, газотранспортной системы Украины, то ей ничего не мешает вот точно так же на границе превращать российский газ в американский. И никого не будет удивлять, как это на территории Украины взялся американский газ, откуда он там. Труба американская, газ американский, что вам не нравится, что вас не устраивает, покупайте. И, соответственно, для нас это, наверное, тоже был бы вполне выгодный вариант. То есть если мы тот газ, который мы можем поставлять в Европу по короткому транспортному плечу, по трубе, которая существует и работает уже десятилетия, на рынок, который все еще готов этот газ покупать, я имею в виду технически, с точки зрения потребностей, мы не говорим в данном случае о его принадлежности, то почему бы и не поставлять? А уж юридическая форма, в какую юрисдикцию этот газ облачится, превратится за время своего путешествия по трубе, это уже вопрос договоренности. И опять же, как сказал Песков, кстати, хочу обратить внимание, фактически, первое такое как официальное высказывание по поводу возможностей задействования тех трубопроводов, которые перестали работать начиная с 2022 года. Собственно, если Песков говорит о том, что здесь нет политики, одна коммерция,
то, собственно говоря, схема выглядит вполне рабочей. Почему бы и нет? Более того, мы как раз с вами обсуждали подобную схему как модель для работы Северного потока-2. Собственно, в прошлом году один из американских бизнесменов заинтересовался приобретением этого трубопровода, напомню, сейчас лежащего совершенно мертвым грузом на дне Балтики, потому что Северный поток-1 был взорван, Северный поток-2, одна из его ниток до сих пор цела и, в принципе, может функционировать. И вот этот вот американский бизнесмен заявил о том, что он готов его приобрести, но вряд ли он приобретал бы его просто для того, чтобы поднять и сдать металлолом. Явно он рассчитывал на то, что по нему когда-то пойдет газ. И вот тут как раз эта схема, когда по американской трубе Северный поток-2 в Европу поступает американский же газ, она тоже вполне рабочая. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Ну и для нас это может быть действительно выгодно, потому что, повторюсь еще раз, во-первых, это короткое транспортное плечо, дешевле поставки, плюс ко всему в данном случае российский газ, становясь американским, не попадает под ограничения третьего энергопакета, выработанного в Европе как раз для борьбы с российской такой формирующейся монополией на поставки и реализацию газа в Европе. Ну и, собственно говоря, почему бы и нет, но таким образом можно нарастить объем поставок газа на экспорт, что, в общем, для нас хорошо и с точки зрения там, получения прибыли от этого газа и валютной выручки. Опять же, «Газпрому» в этом случае, вероятно, не надо будет сокращать добычу, ориентируясь на падающий объем потребления экспортного газа. Ну, а американцы могут поглумиться над Европой, продавая ей российский, вернее, американский газ по той цене, по которой они захотят. Потому что, опять же, напомню, что российские поставки газа в Европу трубопроводным транспортом, естественно, были дешевле по стоимости, чем спотовая цена газа на европейском рынке. Ну, собственно говоря, американцы точно так же могут покупать у России газ по взаимоприемлемым ценам, ну, а для России это как бы, ну, либо газ не пойдет в Европу совсем, либо пойдет, но по цене, обеспечивающей хотя бы себестоимость его производства. Ну, а продавать Америка может газ в Европе по существующим спотовым ценам, и таким образом прекрасно на этом заработать. Собственно, для этого не надо будет в таком случае поставлять в Европу американский СПГ, можно переориентировать его, например, на азиатские рынки. Так что, в принципе, схема выглядит вполне рабочей и даже коммерчески привлекательной. Да, ну, мы с вами обсуждаем северные потоки, которые частично не работают в связи с объективными причинами. Мы обсуждаем украинскую ГТС, которая находится в достаточно спорном состоянии после ряда происшествий. Но у нас же еще есть Ямал-Европа, который стоит целенький и не используется исключительно по политическим убеждениям. И мы всегда вот воспринимаем, что вот Польша — это вот такая вот карманная баллонка Соединенных Штатов. Но сейчас Соединенными Штатами управляет Трамп, наш Трамп. Но он почему-то не может дать команду Польше пропускать российский газ и платить за его транзит. Ну, в данном случае у Трампа нет задачи насытить Европу российским газом и дать России возможность заработать. Ну и плюс ко всему отношения Трампа с Европой — это далеко не те прекрасные дружеские взаимоотношения времен Байдена, когда Европа и США в едином порыве поддерживали Украину, там, давили Россию. Сейчас-то ситуация несколько изменилась, и раскол между США и Европой выглядит все более глубоким и все более, можно сказать, драматическим. Ну а Польша, как активный борец с российским влиянием в Европе, ей такая позиция не нравится совсем, поэтому, скорее всего, у Трампа просто нет рычагов влияния на Польшу, и убедить Польшу прекратить, скажем,
вот эти безобразия с Ямал-Европой и дать возможность российскому газу идти в Европу, ну, наверное, это в данном случае пока никому не нужно. Кстати, напомню, что у Польши в Свиноустье находится большой СПГ-завод, который превращает американский жиженый газ в, ну, как бы, метан обычного газообразного вида и отправляет его, соответственно, по своей территории, ну, как бы на собственное потребление, плюс ко всему поставляет еще и в соседние страны, включая Украину. Поэтому, я думаю, Ямал-Европа в работающем виде Польше настолько не нужен, что Трамп, скорее всего, даже и не пытается с Польшей эти вопросы обсуждать. Мы часто слышим о том, что Европа собирается диверсифицировать поставки газа на свою территорию путем строительства других газопроводов. Насколько это вообще реально? Ну, в принципе, это реально вопрос цены. То есть, ну, любой вопрос можно решить, надо только понимать, какие ресурсы для этого потребуются. Пока Европа, несмотря на все заявления, кстати, вот буквально сейчас Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что уже полностью готова дорожная карта по отказу от российских углеводородов. Другое дело, что параллельно с обсуждением этой дорожной карты Европа в виде отдельных стран обсуждает, собственно, восстановление северных потоков, а также призывает вернуть обратно транзит через Украину и совершенно с большим удовольствием за деньги пользуется российским газом, который поступает по турецкому потоку. Поэтому это вот такая как бы биполярка, которую трудно объяснить какими-то разумными, логическими словами и утверждениями, но, тем не менее, вот товарищ фон дер Ляйен очень хочет избавиться от российского газа и от российской нефти в принципе. Другое дело, что это все-таки люди политические, они на земле не живут. Это вот, наверное, та самая прослойка, которая думает, что творог добывается из вареников, поэтому их проблемы, например, того же самого бывшего Роснефтевого, а ныне немецкого НПЗ «Швед» совершенно не заботят. Там проблемы есть, потому что, как оказалось, если отобрать у России завод, Россия перестает туда поставлять нефть на переработку. Надо же, кто бы мог подумать. Вот, так что теперь у завода проблема с загрузкой. Такая же проблема у итальянских заводов, раньше принадлежавших «Лукойлу». Ну, собственно, такая же проблема и у компаний, которые раньше закупали российский газ, а потом, как выяснилось, если за него не платить, то почему-то его перестают поставлять. Это нечестно. Ну, вот можно, конечно, пожаловаться, но, к сожалению, от этого газ не появляется. Поэтому, вот я говорю, есть некие такие политические моменты декларативного характера, а есть прикладная экономическая какая-то деятельность, которая требует энергоресурсов. Поэтому отказаться от российских нефти и газа можно, но это обойдется в такую копеечку, что, наверное, у Европы может не хватить денег на то, чтобы финансировать вот эти вот декларативные выступления политиков по отказу от российских энергоносителей. Все-таки у Европы получилось отказаться от части газа, который раньше покупался в Европе. То есть так называемая экономия газа. Сколько там? 100-150 миллиардов кубометров в год они экономят. А сколько они смогут еще экономить? Ну, насколько еще упасть? Ну, трудно сказать. Все зависит от того, насколько Европа хочет прикончить свою промышленность. Потому что эта экономия газа, это же не просто, условно говоря, сталелитейное предприятие раньше сжигало там 10 миллионов кубометров газа, а теперь сжигает 5 за счет там оптимизации, там, каких-то технологий, которые повышают энергоэффективность этого предприятия. Ничуть. Все значительно проще. То есть они отключили от газа это предприятие и закрыли его к чертовой матери. Оно больше не потребляет газа, вот прекрасно сэкономили.
Владимир, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч.